Последние лет 8 я работаю в так называемых Open Space офисах. Вы знаете, что это такое? Если ваш отдел сидит в одном кабинете на 8 человек, это не Open Space. И даже если у вас целая команда из 20 программистов, и вы сидите в одной комнате, это тоже все еще не Open Space. Open Space – это когда в одном помещении смешаны все подразделения в компании. То есть бухгалтера, маркетологи, айтишники, селзы, инженеры все сидят рядом в огромном помещении без перегородок человек на 50, 100 и даже больше. Я даже не знаю, стоит ли говорить, что в таком офисе работать невозможно. Мне кажется, любой здравомыслящий человек это понимает, поэтому высокое руководство редко сидит вместе с планктоном. И даже в open space выкраивает себе уголки, которые обрастают стенками до потолка и с дверью. А нам они впаривают такой тип работы, как якобы улучшающий коммуникацию между отделами и повышающий креативность. Какая нахер может быть коммуникация между маркетологами и бухгалтерами? Понятное дело, что это чистой воды bullshit, как и само слово open space, столь модно и по-западному звучащее в русском языке, как заимствование с иностранного. Проблема только в том, что в заграничном языке нет такого слова. И open space там называют open plan office. Такой тип планировки офиса практически полностью вытеснил кабинетную систему и даже систему кубиклов. Это когда каждый сотрудник сидит в загончике. Где-то в начале 90-х. Плюсы для работодателя как арендатора очевидны. На одну и ту же площадь можно вместить чуть больше людей, заметная экономия на поддержании работоспособности системы кондиционирования и отопления, освещения и так далее. То есть основной посыл – экономия на сотрудниках, а этим самым сотрудникам ссут в уши по поводу улучшения коммуникации. Самое забавное, что Open Plan Office придумали в бюро известного изобретателя Боба Пробста, и назвали они его Action Office. Action – это действие, движение. Целью было спроектировать такое помещение, чтобы работнику нужно было больше двигаться, а не сидеть целый день на жопе. Так вот, проведенные его конторой исследования показали, что в Open Space сотрудники, как правило, общаются меньше, чем в обычных кабинетных офисах. Именно за это и ухватились работодатели. Никто же не хочет, чтобы работники целыми днями пиздели вместо работы. А тут еще и экономия на отоплении. Ну и понеслось. Вот только проблема-то в том, что сейчас появились исследования. Блять, как будто и без исследований непонятно, что в таком офисе продуктивно работать нельзя. Но зато теперь есть официальные исследования приличного института, что да, работодатель экономит на аренде, но зато теряет на эффективности труда, которая падает в несколько раз. Еще в вышедшей в 1987 году книге Peopleware это хорошо было описано. Но как именно сказать не могу, так как уже 3 года собираюсь ее прочитать. Без книги понятно, что когда вокруг тебя постоянно ходят, жуют, кашляют, разговаривают, трындят по телефону, работать невозможно. Невозможно разобраться с вентиляцией, так как одним душно, другим холодно, третьим дует. Так еще и любая зараза, которая в кабинетной системе дальше кабинета не выходит, в Open Space по той самой общей системе кондиционирования, на которой сэкономили, распространяется на весь коллектив. Так что выигрыш в обслуживании здания уходит на оплату больничных сотрудников, которые даже в здоровом состоянии работают в полсилы из-за опенспейсов. Плюс растущий уровень стресса, недовольство работой, собой, коллегами. Поэтому начали издеваться над сотрудниками, делать в таких офисах места, где якобы можно расслабиться. Ну там всякие пуфики и даже игровые автоматы. Я ни разу не видел в таких уголках отдыха никого из приличных работников. Только пару местных распиздяев. А знаете почему? Потому что, находясь в таком уголке, ты на виду у всех не работаешь, а развлекаешься. Это может сильно раздражать коллег, у которых завал. Ну и вообще, немногие готовы признаться в том, что въебывают далеко не все проводимое на работе время. Может, исследования и помогут, конечно. По крайней мере, сейчас некоторые фирмы офисной недвижимости уже и не предлагают по умолчанию open space, везде кабинеты. А многие терпимее относятся к работе удаленно из дома. Но, увы, мне необходимо личное присутствие, чтобы контролировать всех этих пидорасов. За те самые 8 лет это уже мой 5-й open space, и пока конца этому не видно. Зато, помимо раздражительности, я стал замечать, что успеваю больше и плодотворнее поработать в транспорте по удаленке, чем сидя в этом муравейнике.
С этим надо было что-то делать, и начать хотя бы с основного раздражающего элемента– шума. Даже если все молчат и не дышат, но усиленно стучат по 20 клавиатурам, этот шум уже невыносим. Можно, конечно, решить проблему берушами, но я решил наконец купить то, чего давно хотел– большие наушники. Я не покупал их так долго по нескольким причинам. Ну вот мне нахуй не нужны наушники. Ну, как-то перестал я слушать музыку. Все исполнители, которые мне нравятся, либо уже умерли, либо вот-вот помрут от рок-н-ролльского образа жизни. Но в любом случае, лучшие хиты они уже спели и вряд ли изрыгнут что-то новое. Среди молодых одни педики, так что нового слушать нечего. А старое, ну, надоело уже слушать одно и то же. Вторая причина– я долго не мог выбрать модель. Сначала мне очень нравились Sennheiser HD215, но прошаренный в этой теме друг как-то отговорил от этой покупки. У самого меня был опыт общения только с профессиональными Beyerdynamic, и, честно говоря, мне они не нравились. Поэтому решено было выбирать модель заново. Благо, за столько лет вялого «хочу наушники» их понавыпускали сотни моделей. Понятно, что выбираем большие наушники. Критериев отбора у меня было несколько. Во-первых, они должны быть закрытыми. Закрытые наушники– это совсем не те, которые полностью закрывают ухо. Открытыми могут быть и огромные лопухи на полголовы, и маленькие затычки. Открытые наушники означают, что ничего не мешает обратному ходу динамиков, то есть наружная стенка либо решетчатая, либо вообще отсутствует. Во-первых, это облегчает работу динамика. Он же качает в две стороны, поэтому, кстати, на колонках делают фазоинверторы. Через них выходит воздух, который динамик качает при обратном ходе динамика. Плюс в открытую конструкцию легко проникают внешние шумы, что позволяет несколько решить проблему музыка в голове. Она как бы подмешивается в окружающую среду, увеличивая сцену. Естественно, окружающие будут слышать, что играет в ваших открытых наушниках. Мне такие не подходят сразу. В условиях шумного опенспейса нужны закрытые наушники. Они не дадут, конечно, полной защиты, но немного снизит хотя бы клацание по кнопкам. Вторая особенность– амбушюры должны полностью закрывать уши. То есть давить они будут не на ушные раковины, а на череп вокруг ушей. Только в таких наушниках можно просидеть хоть сколько-нибудь длительное время. От тех, что прижимаются к ушам, очень болят смятые уши. Минусом закрывающих уши амбушюр можно считать, что уши в них потеют. Что касается кабеля, то мое мнение, что он обязательно должен быть съемным, так как меня заебало перепаивать обломившиеся разъемы. А тут купил новый кабель и вперед. Кроме того, он должен идти только к одному уху, а не раздваиваться на два уха. Что касается такого загадочного параметра, как импеданс, то тут все просто. Он не является писькомерным. То есть уши с высоким импедансом ничем не лучше ушей с низким, а уши с низким ничем не хуже ушей с высоким. Импеданс подбирается под конкретный источник сигнала, к которому вы собираетесь наушники подключать. Дело в том, что чем выше импеданс, тем большие параметры входного тока могут выдержать катушки наушников, прежде чем они сгорят. У портативной техники, плеера там, телефона или планшета, усилитель в принципе не может выдать большие токи, поэтому там нужны уши с низким импедансом, как правило, не больше 30-50 Ом. А вот для старой техники, где импеданс, как правило, большой, нужны уши с высоким импедансом порядка 600 Ом. Кроме того, высокий импеданс нужен при использовании в студии, где на одну линию может быть навешено очень много инструментов и другого оборудования, общий ток которых может достичь высоких значений. И, коли мы уж заговорили о студиях, поговорим о священном холиваре. Какие уши брать, мониторные или музыкальные? Прежде чем перейти к этому, нужно понять, как вообще записывают музыку. В студии сидит такой весьма высокооплачиваемый дядечка, звукорежиссер называется. В его задачи входит сведение дорожек со всеми инструментами и придание им нужной тембровой окраски. Он для этого использует мониторные же колонки или наушники, а на выходе получается идеальный с его точки зрения сигнал. Так вот, чтобы до вас дошла задумка звукорежиссера, вам нужны точно такие же мониторные наушники. Мониторные– это не искажающий сигнал.
В то же время музыкальные, как их называют наушники, окрашивают сигнал. Да, в них лучше звучит какая-то одна музыка, например, металл или хаус. Они выпячивают гитару или делают жирным бас. Но все это искажение. Они разрушают картинку, созданную звукорежиссером. Все эти хай-фай и хай-энд нацелены на передачу звука с минимальными искажениями, чтобы максимально полно донести до вас звучание самих инструментов и видение звукорежиссера. Поэтому, по большому счету, надо отдавать предпочтение мониторным ушам. Но тут есть одно «но». Вы, скорее всего, слушаете говномузыку. Большинство поп-исполнителей и диджеев от Сахи редко заморачиваются этими тонкостями. Им надо, чтобы побольше ухало и цикало. В мониторных наушниках вы именно это и услышите – халтуру. Вам будут слышны все огрехи звукозаписи. С этой точки зрения музыкальные, может, и лучше будут. Ну или эквалайзером воспользоваться. Кстати, о графическом эквалайзере. Он нужен совсем не для того, чтобы подстроить звучание под свой вкус. Он нужен для выравнивания параметров АЧХ колонок, а также акустики помещения, где они установлены. Но поскольку помещения у нас нет, то только наушников. Любые наушники обладают линией АЧХ, кривой, которая отклоняется от прямой в тех или иных точках на графике частот. Идеальная АЧХ прямая. Чем мониторнее наушники, тем ближе их АЧХ к прямой линии. Это значит, что они вносят минимум искажений и ровно звучат во всем диапазоне частот. Так вот, эквалайзер нужен для того, чтобы подстроить выходной сигнал под параметры ваших, в данном случае, наушников. Вы должны зеркально отразить в настройках эквалайзера кривую ваших наушников. Если у них на графике АЧХ в области басов подъем, значит эквалайзер в этом месте надо опустить. Если в области верхних частот провал, то значит на эквалайзере их надо поднять. Таким образом мы пытаемся приблизить кривую АЧХ к прямой линии. Так что в каком-то смысле любые наушники можно сделать мониторными. Кстати, об АЧХ. Всем, наверное, знакомо ставшее подъебкой понятие теплого лампового звука. Некоторые даже не перестают восхищаться необъяснимой загадкой лампового звука. На самом деле никакой загадки-то и нет. АЧХ у лампы очень нелинейная, то есть ее график далек от прямой. Соответственно, она вносит пусть и приятные слуху, но искажения, что вкупе с отсутствием атаки и другими недостатками и дает то самое ламповое звучание. У транзистора же АЧХ куда более ровная. Кстати говоря, нет никаких проблем симулировать ламповый звук на транзисторной технике с помощью соответствующих эффектов звукового процессора. Итак, мои требования к наушникам были следующие. Закрытые, закрывающие все ухо, мониторные и обладающие съемным кабелем. Еще была важна низкая цена, так как я оставляю их на работе без присмотра. Пожалуй, самыми дешевыми наушниками, отвечающими всем моим требованиям, но при этом обладающими положительными отзывами, является Axial Vox HD272 или Superlux HD669. Это одна и та же модель, и двойного бренда бояться не стоит. Такое в мире наушников сплошь и рядом. Например, Beats – это тот же Monster Audio, а Creative Aurvana – это на самом деле Denon. Сначала я хотел взять наушники БУ, попадались объявления вообще за копейки. Но потом что-то мечта получить чужие потные уши, смачно посыпанные перхотью, не показалась такой уж радужной. Так что я заказал новые наушники, заодно потратив бонусные баллы в XCOM. Заказали, приехало. Наушники поставляются в красивом пластиковом дисплей-кейсе. Unboxing. Внутри два кабеля, один покороче, другой подлиннее. Переходник на 6 мм. К сожалению, он только выглядит накручивающимся, на самом деле просто надевается. С другой стороны, нахрен он вообще нужен? Ну и такая же ненужная сумка. Все, кроме самих наушников, качество посредственного, особенно сумка. Так что давайте сосредоточимся на наушниках. Пластик обычный. Первое, что бросается в глаза, необычная дужка. Она, правда, из пластика, а не из металла, как я изначально полагал, но вроде крепкая.
Раздельные подушечки позволяют идеально посадить наушники на голову. Это, пожалуй, самые удобные наушники, которые мне удалось померить. Забавная деталь. На левой стороне сделан выступ, чтобы, видимо, ощупью находить, где лево, где право. Зачем это нужно, если с левой стороны и так торчит кабель, непонятно. Не обошлось, правда, без косяков. У одной из дужек не было одного из скрепляющих ее винтиков. Вроде бы и фигня, но мне, блин, везет. Прошлая покупка в XCOM тоже имела проблему с болтиком, но хорошо, что его просто нет, а его стойка не оторвана, в отличие от того шлема от Sony. Винтики я в итоге подобрал, конечно, но осадочек остался. За каким хреном я брал новые? С тем же успехом можно было бы брать БУ, не так бы обидно за косяки было. Амброшюры. Они реально большие, и ухо в них влезает полностью. Упираются они об голову, а не ушные раковины, так что в таких наушниках довольно долго просидеть можно. Сделаны они из кожзаменителя и поначалу немного попахивают, но потом выветриваются. Дальше кабель. Подключение кабеля выполнено немного нестандартно. Обычно прямо на корпусе сделан разъем 3,5 мм, куда вы подключаете кабель папа-папа. Здесь же из левого уха торчит небольшой кусочек кабеля, к которому припаян разъем папа. Это на самом деле офигенно классно. Во-первых, кабели в комплекте получаются папа-мама, и их можно соединить между собой для получения мега-адски длинного кабеля. Во-вторых, прямо на этот огрызок провода можно повесить миниатюрный айподик или там Bluetooth ресивер. Раньше, кстати говоря, еще защелка была, которая позволяла жестко зафиксировать оба кабеля, чтобы разъем не рассоединялся, но сейчас ее нет. Говорят, что через пару лет этот кабелек все-таки обламывается, но поменять его не составляет никакого труда, под амброшюрами есть 3 винта, открутив которые можно получить доступ и перепаять кабель. Ну так вроде и все особенности. Что касается звука, я, как последний идиот, не выключал музыку 2 дня подряд, чтобы, блять, прогреть наушники. Будем считать, что прогрев нужен, чтобы новые диффузоры расходились. Звук мне нравится. Очень. В основном благодаря АЧХ, которая у этих, казалось бы, дешевых наушников на редкость близка к той самой вожделенной прямой линии. Особенно мне нравится, как звучат басы. Нет, если вам нужно бум-бум, то это не для вас наушники. Здесь басы именно звучат, то есть можно распознать нюансы низких частот. Ну и заодно пришлось потихоньку музыку перекачивать в лосслес, потому что в этих наушниках даже 320 килобит в секунду MP3 звучит просто отвратно. А еще разработчикам удалось сделать довольно широкую стереопанораму, сравнимую с таковой у открытых наушников, что тоже очень здорово. В общем и целом, неплохие уши. Музыка даже на самой минимальной громкости полностью заглушает коллег. Теперь для привлечения внимания они бьют пропусками на веревочках по моему столу. Ставь лайк, если ты тоже ждешь не дождешься свой отдельный кабинет.